Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что дождались на сегодняшний прямой эфир по средам. Да, вот так решили немножко раньше, ну и там чуть-чуть позже. В общем, логистика. Но, тем не менее, в любую погоду, каждую среду, всегда в прямом эфире Кость Бондаренко. Он на связи прямо сейчас. Константин Петрович, приветствую вас. Добрый день. Добрый день. Извините, что чуть-чуть по моей вине там сдвиг по времени произошел, но главное, что мы с вами. Да, друзья, сегодня очень обширная, скажем так, программа. Конечно, топ-тема – это Зеленский, который играет перемирием. Действительно, такое перемирие-бесие сейчас происходит. Тут ввели же вот эту, да, победобесие. Нет, это перемирие-бесие. Потому что сейчас вот как из пулемета, буквально пока доезжал Константин Петрович до места включения нашего прямого эфира, как из пулемета лупят инсайды, значит, Independent, CNN, РБК Украина, и все, ссылаясь на какие-то источники, в общем, говорят, что там Зеленский пока не решил окончательно, но вот точно не будет никакого перемирия, то есть будет стрелять по параду. Что будет в ответ, в принципе, Минобороны России уже рассказала вчера, ну вот давайте с этого начнем, и, как обычно, всех призываю подписываться на Костя Бондаренко, Телеграм, Ютуб, и участвовать в нашем эфире. В конце можно задать вопросы, точнее, вопросы можно задать и сейчас, но в конце, на сессии вопросов и ответов, мы обязательно их озвучим. QR-код, клуб зрителей Шелеста, сообщество YouTube с анонсом и чат трансляции. В чате, кстати, вот такой опрос у нас сегодня. Будут ли обстрелы 9 мая? И варианты ответов. Да, Зеленский ударит по параду. Ну вот, ударит. Второй вариант. Да, будут бить друг по другу, но не по параду. То есть туда бить не будут. Даже Зеленский сегодня там комментировал, говорил, вот, они тянут все ПВО к Москве, у нас жирные цели открываются. Ну, как-то так. Третий вариант. Нет, это все нагнетание. Это все, собственно, как и перед каждым 9 мая, вот эта вот вся, скажем так, мишура, да, огненная. Ну и четвертый вариант. Мне без разницы. Но мира все равно миром не пахнет. Имеется в виду, что будет перемирие, не будет перемирия. Даже если перемирие будет, это все равно, собственно, войну не заканчивает. И вот это 9 мая мы просто, ну, вот можно было сегодня заснуть, проснуться 10-го и как бы, чтобы пропустить вот эту всю, скажем так, всю эту историю. Вот такие 4 варианта. Константин Петрович, давайте с этого начнем. Действительно ли Зеленский будет бить по параду или будет бить, то не по параду? И что вообще за танцы вокруг этого перемирия? Понимаете, комментировать Зеленского или прогнозировать, что планирует Зеленский с точки зрения логики, с точки зрения, скажем, стратегических целей каких-то, это абсолютно, скажем так, неблагодарное дело. Вот. Потому что Зеленский и логика – это разные понятия. Вот. Условно говоря, вот представьте себе, что Зеленский утром 9 числа собирает там генералов и говорит, бьем по Москве, бьем по параду. Со стратегической точки зрения, военно-стратегической точки зрения, это приблизит победу или отдалит победу? Понятное дело, что стратегически это не несет в себе подобного рода действия никаких последствий. Вот. Для картинки, медийной картинки, да, вот. Можно будет несколько дней потом прыгать, там, скакать и так далее, и там, кричать это, вот как мы им показали, как мы им сорвали мероприятие, условно, сорвали парад, вот, и так далее. То есть, ну, условно говоря, что будет потом, каким будет ответ, это уже тоже Зеленского абсолютно не волнует. Он Почему? постоянно... Подождите, почему не волнует? Потому что не волнует, потому что он не думает о том, что будет ответ, не думает о том, что будут удары потом, скорее всего, по Киеву. И Министерство обороны России уже об этом заявило. Они никогда так не делали. Заметьте, было два намека, что мы сообщим, и жители эвакуируйтесь, так во время Орешника, Да. и вот сейчас. Ну, то Да. есть, тут тоже очень интересный момент, как к этому относиться. Именно. Поэтому я и говорю о том, что Россия просто продемонстрировала, что они не будут, скажем так, смотреть сквозь пальцы на художество Зеленского. Поэтому в данной ситуации мне очень жаль и людей, вот, которые станут жертвами фактически вот этой вот медийной кампании, медийной картинки ради того, чтобы показать картинку и в соцсетях написать, как мы их вот сделали, условно. Вот. Мне жаль архитектуру центральной части Киева.
Вот. Мне это действительно... Я понимаю, что Ну, можно просто, по-разному ну, в относиться. таком нет, ну, в таком состоянии все, простите, пожалуйста. Все равно Ну, я не Константин хочу... Петрович. Я не хочу, чтобы на месте Киева стояли руины. Это правда. Вот. И поэтому я думаю, что на самом деле, вот, я очень хочу надеяться, что голос разума где-то все-таки на каком-то этапе ну, будет доминировать над эмоциями. Вот. Но я еще раз говорю, что это моя надежда, вот. Но эти надежды могут разбиться о хайп, желание хайпа, которое демонстрирует Зеленский. Зеленский же уже неоднократно. Вот абсолютно ничем не обоснованные действия ради именно того, чтобы не получить какой-то перевес в войне, не получить какую-то победу, не получить какой-то плацдарм там для развития ситуации, а именно чтобы получить картинку красивую. Он уже там демонстрировал нам Крынки, где положил не 1 000 людей. Он демонстрировал уже Курскую область, заход в Курскую область, которая с точки зрения стратегии вообще не играла никакой роли. И так далее. Поэтому я не удивлюсь, если он все-таки пойдет именно на то, чтобы создать действительно вот эту вот эффектную картинку ради хайпа. Давайте смоделируем, смотрите. Это ведь на самом деле, опять, мы не хотим этого. И там мои аргументы о том, что там в каком все состоянии, киевляне знают, в каком все там состоянии непосредственно. Это не потому, что там все под снос, а потому, что запущено все. Ну, вот изгажено, запущено, и, в общем, ну, давайте так. Нет хозяина в Киеве, да, который там поддерживает хоть в каком-то Как нормальном нет, Виталий состоянии. Владимирович. Вот. Ну, в общем, это исключительно к состоянию, да, Киева. Как вот все говорят, давайте мосты сносить. Там мост Патона видели? Что его сносить? Ну, по большому счету. Там вот пальцем ткни на самом деле, и никто же им не занимается, никто, ну, это как пример. Это отдельная тема для разговора. Меня интересует другой момент. Давайте смоделируем ситуацию. Что-то, вот идет парад. Они уже, кстати, прорепетировали 2 раза. Ну, красиво маршируют колоннами, там перестраиваются, все нормально, как обычно, как любой парад. Летят дроны от Зеленского. Дроны не достигают, например, целей. Но воздушная тревога, понятное дело, что опасность, и придется или сокращать, или как-то вот, ну вот, внедряться в эту программу парада, да, и, в общем, как-то вот его в урезанном виде проводить, или быстро сворачивать, или что-то еще. Или, например, полностью проводить, но ПВО крепкое отбило. И следующий день, да, я просто не беру в расчет тот вариант, сейчас я объясню. Например, прилетел дрон, куда-то попал, там это все, картинка, вот это там, мертвые солдаты, вот эта вся история. Не будем там трэшем заниматься. Ну вот смотрите, что-то вот повлияло. Дрон полетел, дрон летел конкретно на парад, это всем понятно. На следующий день или там через пару дней Орешником сносят центр Киева. Или нет, не обязательно Орешником, просто. Сейчас вообще-то в Капустином Яру, ну там, правда, до 8 мая бесполетная зона. Непонятно, почему до 8 мая, но может там 10 опять сделают. Испытания проводят. И сносят центр Киева. Что это даст Зеленскому? Ну, смотрите, денег больше выделят? Нет. Санкций больше нет. Введут войска, контингенты нет. То есть вот картинку даст. Мы станем жальче, украинцы, да, жальче, вот эти нехорошие русские, вот они вот такие-сякие, перелопатили Киев. Но а дальше что? Ну, столицу переносить во Львов. Ну, а какая разница? Ну, то есть, какие последствия? Картинка, она очевидно, что будет использована глобалистскими медиа и друзьями Зеленского в Европе, но она точно не возымеет эффекта в Соединенных Штатах. Точно не возымеет определенного действия на мысли Си Цзиньпина в Китае. Точно не даст Зеленскому какие-то дополнительные баллы в Турции, например, на которые у него большие виды, как на посредника, будущего посредника в переговорах с Россией. Точно на Ближнем Востоке вряд ли там те же саудиты и прочие там смахнут скупую слезу, глядя на руины Киева.
Вот, тем более, что вот большая часть мира надеется на то, что если Россия выступила с идеей перемирия, то, соответственно, если Зеленский покажет определенную свою там строптивость и потом получит определенный ответ, то, соответственно, виноват Зеленский. Так будут как раз это оценивать. Вот. Так что в данной ситуации я не думаю, что Зеленский ради того, что там Франкфурт Allgemeine Zeitung и там пару британских или там французских газет напишут про то, что ай-яй-яй, какой диктатор Путин, значит, ударил по Киеву, и надо теперь думать про ответ. Вот. Ради этих вот публикаций, ради того, что полдня покрутят сюжеты по CNN и BBC, вот, ради этого вряд ли Зеленский будет идти на определенные шаги. Но опять же, это я говорю логически, подхожу логически. Зеленский мыслит не логикой, а эмоциями. Но есть другая логика, параллельная логика. Ну, смотрите, давайте закончим с этими перемириями и пойдем дальше. Но тут интересный момент. А почему Россия с 6 числа не согласилась на перемирие на 2 дня раньше? Очень просто, потому что эта идея исходила не от Путина, а от Зеленского. Если бы Путин сказал, что да, мы согласны на предложение Зеленского, то тогда бы это перемирие, автором перемирия был бы Зеленский. А Путин сказал 8-9 числа. Мы готовы вот 8-9 числа. Более того, как мне рассказывают, опять же, я не берусь утверждать, что это абсолютно истина, я просто пересказываю слова моих коллег из Соединенных Штатов. Как раз. Они говорят о том, что во время разговора Путина и Трампа прозвучало предложение российской стороны, что мы проводим парад, вот, приглашаем представителей американской стороны принять участие в параде. Кто-то, ну, понятное дело, не Трамп, а кто-то там мог приехать, Уитков, например. На что последовал резонный ответ Трампа, что, ну, извините, пожалуйста, у вас ситуация такая, что никто не застрахован от того, что могут прилететь там ракеты, беспилотники или еще что-либо, где гарантии. На что Путин сказал, ну так давайте совместными усилиями вот передайте тогда Зеленскому, что я предлагаю 8-9 числа объявить перемирие. Вот. Пока в Украине там отмечают дату, вот в России празднуют День Победы, вот этот день, на эти 2 дня перемирие. Вот. Трамп объявил об этом. У нас было подано, что Путин запросил перемирие, что Путин просит. Начали писать, потом вот эти придворные лакеи начали писать, что Путин испугался и теперь униженно у Зеленского просит о перемирии. Вот. После этого Зеленский несколько дней сказал, что мы еще подумаем, вот, значит, а потом сказал, вот наш ответ, давайте 6 числа перемирие. Вот, наш ответ. Потом, соответственно, от Путина не последовало ответа. В ночь на 6, с 5 на 6, вот, стороны обменялись ударами. Россия ударила по Запорожью, по Днепропетровску, по Сумам и так далее, по Краматорску. Вот, украинские ракеты и беспилотники прилетели в Джанкой, вообще по Крыму там очень серьезно так обстреляли. Дальше по некоторым объектам на территории Российской Федерации. И сразу же утром все про-зеленские, про-офисные издания написали «Россия нарушила перемирие», которое не объявлялось. Было предложение, но не было объявлено перемирие. Не было договоренности. Когда договариваются о перемирии, тогда стороны уведомляют друг друга, договариваются о том, кто должен быть посредником, следить за соблюдением этого перемирия, кто должен считать факты нарушений, и что будет считаться фактами нарушений и так далее. То есть все это обсуждается предварительно. А не так, что Зеленский сказал, что 6 числа мы объявляем перемирие, и значит, если что-то, значит, Россия его нарушила. Вообще, конечно, какой-то, если честно, детский сад. Особенно абсолютный детский сад. Вот эти абсолютный дурдом. Материалы вот эти особенно, вот как это вот за последний час, которые вышли, да, вот это вот просто, какой-то абсолютный цирк, например, там заголовки РБК Украина, значит, о тишине 9 мая. Россия знает, как с нами связаться.
Ну, то есть, если они в Москве переживают за парад, то они знают, как связаться с Украиной, сказал какой-то источник. По его словам, позиция Украины проста. Украинские защитники будут действовать зеркально. Если россияне начнут атаки, то Украина будет тоже. Если россияне не будут атаковать, то и Украина будет действовать следующим образом. Ну, получается, исходя из этого материала РБК, то ну, все нормально, с 8-9 будет перемирие. Приказ россиянам дал, Украина действует зеркально. Но все равно же есть опасения, что ничего подобного. Извините, я сегодня, вот даже чтобы не быть голословным, вот в 12:42 по венскому времени вот, связывался с одним человеком, который занимает достаточно высокую должность в офисе президента. И задал ему этот вопрос. Вот. И будет или не будет соблюдаться перемирие? На что он сказал, мы не знаем. Более того, я скажу откровенно, этого не знает даже Зеленский. Вот. Будет или не будет соблюдаться. Мы пока не знаем. Это было, ну, в Киеве это было 13:42. Хорошо. Да. Ну, подождите, получается, что если Зеленский не знает, то кто знает? Он встанет утром 9 числа или же будет ложиться спать 8 числа вечером, вот, и примет решение. Ну, то есть вы как бы не заходите в эту воду, что он не субъектен, и он просто не Нет, так вот и получил дело, что нет. Так ему будет несколько распоряжение. звонков. Ему будут звонить из Соединенных Штатов и говорить, Владимир, вот, одумайтесь. Ему будут звонить из Лондона и говорить, а ну-ка, давай, покажи им. Вот, и так далее. Вот. Ему будут звонить там другие. Там, он упивается этим, что ему звонят, что он востребован, что о нем помнят. Вот. И потом в конце он уже будет принимать решение. Константин Петрович, а если так вот, Кстати, ну, вполне возможно, после консультации с Андреем Борисовичем Ермаковым, вот, который никуда не девался, который никуда не ушел, вот, с которым он до сих пор поддерживает теплые дружеские отношения, свидетельством чего стали введенные 2 мая санкции против Андрея Богданова. вот, смотрите, сейчас очень интересные вещи всплывают, и вот этот шлейф, он как бы продолжается. Есть ТСК, и на него ходят разные. Сегодня там черед там разных производителей дронов. Да? И они говорят, слушайте, ну это какой-то цирк. У Firepoint, у этой хваленой, и дроны дороже, хотя у нас комплектующие дороже. Ну, там рассказывает там, один производитель, там Касьянов говорит об этом. В общем, много вот таких, и это все заслушивается. А не кажется ли вам, ну, то есть, понятно, да, то Firepoint, что такое Firepoint, все поняли после пленок Миндича. Пока война, пока вот можно рубить капусту, пока есть экономика. А вам не кажется, что перелопаченный центр Киева российским железом, то ли орешником, то ли ракетами, но это очень хорошая маскировка всех этих скандалов. Причем такая маскировка еще и с прививкой. То есть даже если завтра или послезавтра или через месяц кто-нибудь выкинет какую-то новую партию, где будет голос Зеленского, но все будут, ну я не знаю, ну полгода носиться над этой трагедией, когда там, ну скажем так, в мясо будет центр столицы. Извините, мне рассказывали, я опять же пересказываю сейчас, пусть извините тех, кто считает, что это слухи. Вот, я, что называется, что купился, то продал. Мне рассказывали про одно оборонное предприятие, вот, которое, значит, производило определенный, точнее, рассказала, разрекламировала очень важный вид вооружения. Вот, назовем его ракета «Барвинок», условно. Угу. Вот. И, соответственно, они прошли по всем средствам массовой информации, собрали пресс-конференции, показали макет, привезли, показали там несколько какие-то комплектующие. Вот здесь вот у нас все собирается и так далее, и так далее, и так далее. Потом путем несложных манипуляций вот, они, скажем так, сделали так, чтобы координаты этого одного из цехов оказались в России. Вот, туда абсолютно прогнозируемо прилетела ракета, оставив одни только руины. Потом нашлась еще даже какая-то бабушка, которая там 82-летняя, которая пришла и сказала, я наводчица, я дала, значит, координаты, это я дала координаты. Ее арестовала СБУ. Потом пришел адвокат
который показал, что эта бабушка на самом деле вот, является невменяемой. Вот у нее справка, так что она говорила себе, бабушка получила хорошую добавку к пенсии. Вот, а средства, которые были выделены на производство ракет «Барвинок», были очень грамотно оприходованы и отправлены в один из западных банков. Вот, на счета, понятные людям. Так закончилась эпопея с Барвинком. Вполне возможно, что это не единичный случай. Вполне возможно, что это не, что таких случаев было достаточно много, что это поставлено уже на целый поток. Вот. Ну, я охотно в это верю, зная, что подобного рода схемы вполне применимы. Вот. Так что я не удивлюсь, если под шумок можно будет списать все, что угодно. Да, Но еще раз говорю, жалко людей. нет, ну людей-то понятно жалко, но тут же мы понимаем, насколько болезненна эта вся история. Вот вы упомянули санкции против Богдана. Слушайте, но он же не отсвечивал, этот Богдан. Сказать нам, что они там с ним тяжело расстались, наверное, можно. Вы, как автор книги «Джокер» о Зеленском, о его президентстве, ну, как бы тоже имеете что сказать, как говорят в Одессе. Однако, ну, давайте честно. Ну, прям настолько опасный Богдан, что его нужно под санкции. Что касается, значит, Богдана. В офисе президента вдруг решили, что поскольку информация, которая касалась очень специфической темы, помните, появилась информация о том, что некая Маша, о которой говорят на пленках Миндича, которые будут платить по 20 тысяч каждый месяц, что это Мария Берлинская. Вот. Эту информацию запустил один из адвокатов, которых подозревали в очень близких отношениях с Андреем Богданом и с Андреем Смирновым. Был такой тоже, помните, заместитель главы офиса президента. Угу. Ну и сразу же путем определенных там умовыводов решили, что это все козни Богдана. Это явно без Богдана не обошлось. Кстати, я скажу откровенно, что первая попытка ввести санкции против Богдана была еще в конце прошлого года. Именно тогда спецслужбы, украинские спецслужбы получили задание готовить пакет санкций против Богдана. Но потом как-то остановили Зеленского, сказали, да давай не будем, скажем, психовать, не будем нервничать. А вот сейчас, очевидно, не без консультации с Андреем Борисовичем Ермаком вышли до крайнего. И Зеленский сказал, а подать сюда Ляпкина-Тяпкина, Тяп по Ляпкину, Ляп по Тяпкину, да, как классика. Да, и так далее. Так что, вот. Это личная месть. Это личное проявление эмоций Зеленского. Это не исходит из-за того, что Богдан действительно там, враг Украины, не действительно, что Богдан работает на Россию, не действительно, что Богдан там каким-то образом подрывает национальную безопасность и так далее. Это личное сведение счетов с Богом. Так более того, очень интересный момент. В пятницу же были введены санкции, точнее, не в пятницу было принято решение. Вот. Андрей Пышный, глава Национального банка, распорядился, чтобы в субботу вышли на работу сотрудники, которые отвечают за финмониторинг, с тем, чтобы уже в субботу были заблокированы счета Богдана в Украине. Вот такая мелочь, знаете, Смотрите, Константин Петрович, это все прекрасно, но, ну хорошо, допустим, это эмоция. Окей, принимается. Ну так а какие последствия могут быть? Ну какие последствия? В данной ситуации последствия, знаете, как говорят арабы, у каждого верблюда есть может быть та соломинка, которая потом может сломать ему позвоночник. Да? Так вот, в данной ситуации, знаете, соломинка к соломинке и так далее, она в результате может привести к тому, что под этим потоком просто незаконных, абсолютно юридически никчемных, но абсолютно
абсолютных таких проявлений произвола, вот, просто рухнет рано или поздно эта система, которую выстраивает Зеленский. Богдан знает что-то эдакое о Зеленском, как вы думаете? Я думаю, что Богдан знает, но если бы Богдан действительно был непорядочным человеком, он бы давно бы уже выступил бы и рассказал бы это. А так он чудесно понимает, что он занимал определенную должность, он давал определенные подписки, он давал определенные, там, скажем, гарантии и так далее. И сам факт, что он что-то, нечто озвучит, может сработать против него. Да, он знает очень много. Он знает очень много, и я уверен, что он может рассказать нечто. Но опять же, это может быть воспринято как личная месть Зеленскому. Опять же, возникает вопрос, почему до сих пор Богдан ничего не говорил, если, а тут вдруг заговорил и так далее. Поэтому опять Богдан, кстати, повел себя очень правильно. Он сказал, я буду проводить свое расследование и буду потом рассказывать о результатах этого расследования. Очень правильно. Ну, правильный, но как бы слабый, понимаете? Ну, я Слабый. не думаю, что слабый. Я, знаете, опять же, ради хайпа, ради того, чтобы выступить и сказать, да я вот видел, как Зеленский там, условно, нюхал белый порошок, да я вот видел, как Зеленский там, значит, еще чем-то там занимался непотребным и так далее. Ну, несколько дней пошумели бы. Ну, сказали бы, какой Богдан там, значит, какую, какую информацию он вот, слил. На третий день забыли бы. Переключили бы внимание снова куда-то на Иран, на Арбузский прилив, на рост цен. Как вы думаете, ну, очень прям много вот такие прям поток новостей. Ну, помимо этого, там, Дубинского обвиняют в госизмене, сидя в СИЗО, он там с группой лиц изменял родине. В СИЗО. Наверное, приводили какую-то другую страну в его СИЗО, и он там изменял родине. Честно говоря, опять же, то, что происходит сейчас с Дубинским, это тоже личная месть Зеленского, и это абсолютное уже издевательство над человеком. То, что ему сейчас, то, как ведут себя по отношению к Дубинскому, это, в принципе, вот, правозащитники, в принципе, могли бы уже, мировые правозащитники, обратить внимание на это и сказать, что вот, смотрите, форменное издевательство. Вот, над политическим деятелем, все-таки он является депутатом Верховной Рады, политическая фигура и так далее. Вот. Можно по-разному относиться к Дубинскому, да, но то, что с ним происходит сейчас, это издевательство фактически. Вот. И что касается как раз того, что сейчас происходит, если бы вот эти все международные организации, там, начиная от «Репортеров без границ», разного рода там хельсинские организации, правозащитные группы, там, Human Rights Watch и так далее, и так далее. Вот, если бы они не были на жестком, скажем так, финансировании со стороны друзей Зеленского, вот, они бы уже давно, наверное, бы обратили внимание на то, что происходит в Украине. У Буданова Тегибко советник. Да. Ничего себе. Слушайте. Откуда Можно взялся? поздравить Буданова. И я всегда относился с большим уважением к Сергею Леонидовичу. Вот. Это правда, это абсолютно искренне. Вот. Я считаю, что он действительно один из самых таких достойных людей в Украине, он вовремя знает, когда уйти из политики, вот, когда сосредоточиться на бизнесе. Его уважают фактически все, с кем он работал там или же с кем он пересекался и так далее. Он очень близко соприкасался со многими сильными мира сего и остался Тегибко. Вот, когда-то мне говорили о том, что вот если о ком-то можно говорить, что он тефлоновый, которому не пристает грязь, это Тегибко. Вот. Вы же помните, что сначала он был в Приватбанке, потом был вице-премьером, министром экономики и так далее, потом возглавил штаб Януковича. Проходит несколько лет, причем возглавил как раз перед Первым Майданом. Проходит несколько лет, вот, Ющенко уходит в отставку, эра Первого Майдана уходит, и Тегибко вдруг получает третье место на выборах, когда речь шла о том, Янукович или Тимошенко должен стать президентом. И Тегибко, получив третье место, золотую акцию, он был абсолютно волен выбирать, поддержать Юлю или поддержать Януковича, он поддерживает Януковича.
Потом он создал свою политическую силу, сильная Украина. Дальше он ушел в вице-премьера и прочее. Потом, после второго Майдана, он ушел как бы из политики. Да, попытался баллотироваться, но потом ушел. Уходит из политики, уходит в бизнес. Его пытались привязать к Коломойскому, его пытались привязать к другим людям. Он уходит в тень, потом снова появляется. И теперь он появляется рядом с Будановым. И я считаю, что это сильный ход со стороны Буданова. Это определенный маячок для многих там, старых элит, во-первых. Во-вторых, это действительно живые деньги, которые могут помочь Буданову сформировать свою собственную группу в Верховной Раде. Я этого не исключаю. Деньги Кипка могут сработать в этом направлении. Я просто не могу понять, для чего это самому Тикипко. Я понимаю, для чего это Буданову, но для чего это самому Тикипко. Угу. По поводу Миннича. Выходит Ткач, ну, тот, который пленки сливал, и говорит, что есть такая источник у него в политических кругах. Короче, Миннич может вернуться в Украину. Это думаю, возможно? А почему нет? Через 2,5 года он может вернуться, как раз санкции закончатся. Говорят, ему очень неуютно в Израиле сейчас. А чего так? Ну, Израиль тоже не самая, скажем так, лучшая страна для того, чтобы прятаться. Вот. Кстати, обратите внимание, что Зеленский обычно вводит санкции на 10 лет. Вот против меня введены санкции на 10 лет. Я уже 1 год уже Аналогично, да. Теперь у меня еще 9 впереди осталось. Ну, может, будет УДО какое-то, не знаю. Так что, это я шучу, конечно. Против Богдана на 10 лет. Так, ну, там, против вас тоже, кажется, на 10 лет. Да? Так, да. Всем 10 лет, Миндичу 3 года. 3 года. Вот. Ну так. Поэтому я думаю, что Миндич, в принципе, во-первых, я более чем уверен, что Миндич уже рассказал тем же Соединенным Штатам и их структурам, вот, следственным структурам, вот, рассказал все, что он знал. Более чем уверен. Второй момент – это то, что если он вернется, то, скорее всего, это будет признаком того, что он возвращается уже в абсолютно новую Украину, в которой Зеленский не будет играть ту роль, которую играет сейчас. Ну, знаете, говорят, Зеленский с нами надолго. Я знаю, Зеленский в это верит. Зеленскому это говорят каждый день. Я же рассказывал, что один из его близких соратников, очень близких соратников, в ноябре 2022 года мне говорил: ты же понимаешь, что Вова пришел на 20 лет. Я говорю, ну что ты такое рассказываешь на 20 лет? Ну что махнулся. Ну вот он пришел на 20 лет. Ты понимаешь, на 20 лет пришел. Вот. Я тогда как-то не поверил. Сейчас я вижу, что даже Зеленский в это верит. Но вы же знаете, что если хотите рассмешить Бога, расскажите о своих планах на вечер. Нет, это, понимаете, это все очень интересно. В каком плане, Константин Петрович? В плане того, что, ну, вот эти PowerPoint, это вроде как, смотрите, чтобы показать, что они работают, надо стрелять по Москве, понимаете? Надо стрелять там, по Чебоксарам, еще куда-то. Дроны то же самое. Надо как-то вот отбеливать вот эти все вещи. И все прекрасно понимают, что на этих записях, ну, точно есть запись Зеленского. Хриплый голос там есть, и Ермак там есть. Просто вопрос, когда как бы выкинут эти записи. У меня вот такой момент. А как они могут подготовиться? В чем будет заключаться? Они же прекрасно понимают, какого периода записи, где это писалось, где кто был. Они уже в любом случае свое параллельное следствие провели, они понимали, они знают, что записано на этих пленках. И, соответственно, готовы к этому. Первое. Они подозревают, что не все писалось только у Миндича. Есть очень большие опасения, это мне подтверждают просто мои источники. Они говорят о том, что у Зеленского есть большой страх, что писали не только в квартире Миндича. Вот. Что есть еще и другие пленки из других локаций. И это для него самая большая опасность. Он не знает, что реально есть у кого. Второй момент. Давайте говорить откровенно. Пленками Миндича торговали. Кто? Я не буду называть сейчас кто, но ими торговали.
В прошлом году были попытки продажи этих пленок, и я знаю, что они есть не только у тех людей, которые стоят сегодня за антикоррупционными структурами в Украине, и которые выбрасывают дозированно. Они есть и в Соединенных Штатах, они есть у некоторых, скажем так, достаточно весомых людей и так далее. И неизвестно, кто и когда их запустит. Вот. Неизвестно, когда и кто запустит. И это тоже заставляет нервничать. Потому что если бы было известно, что есть только один источник, который может эти пленки использовать, то это одно. А если вдруг есть опасения, что эти пленки будут обнародованы совершенно из неожиданного источника, вот, то очень сложно предугадать логику развития процессов. Знаете, в сентябре прошлого года, когда генерал Поклад вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов и сказал, что все, ликвидирована угроза. Угроза ликвидирована. Вот. Мы полностью поставили точку, ему вручили Героя Украины за это 1 октября. Вот. И Зеленский уже думал, что все, опасность миновала. И тут вдруг, бабах, пленки Мингича в ноябре. Вот. Потом его убедили уже, что удалось договориться, что не будет никаких больше публикаций пленок, никто больше о них не узнает, все забудут. Вот. Ермака отправили в отставку 28 ноября, все успокоились. Вот. Бабах, апрель месяц, снова пленки Мингича. А что за силы играют этими пленками? Ну, в данной ситуации пока что те силы, которые хотели бы, которые в ноябре прошлого года отправили в отставку Ермака, вот, и добились фактически перераспределения определенных потоков, и поставили потом на Министерство обороны Федорова эти силы. Вот они стояли за этим. Второй раз это те же силы, на которые хотят сейчас избавиться от Умерова. И полностью все оборонные заказы, полностью вся оборонная сфера, все тендера должны контролироваться именно этими силами. Вот. Эти силы очень тесно сотрудничают как с глобалистами на Западе, вот, и устраивают разного рода конференции с их участием знаковых фигур глобалистского движения, так эти силы, они и очень тесно сотрудничают с так называемыми антикоррупционерами в Украине. Вот эти силы, они сегодня создают определенную второй центр влияния в Украине, ослабляют Зеленского, но они пока что не заинтересованы в том, чтобы убирать Зеленского. Нет, просто я хочу разобраться, чтобы вы подсказали, как вы думаете, а вот решающий удар по Зеленскому кто нанесет? А вот в том-то и дело, что для, например, тех сил, о которых я говорю сейчас, не называя их по имени, так все догадались, вот для этих сил Зеленский нужен как символ, вот, исключительно как символ, связанный по рукам и ногам, который только ездит по миру, там ведет разного рода переговоры, фотографируется с Макроном, Стармером, Мерцем и другими. Пашиняном. Да, с Пашиняном, да. Так вот ездит, вот летает. Вы же видите, что за последние 2 недели Зеленский только 6 дней был в Украине. Ну, я так понимаю, давайте так, мы сейчас в прямом эфире, друзья, вот я там гляжу в чатик, поставьте плюс, если думаете, что на 9 мая или там в период 8, 9, 10 Зеленский тоже найдет, куда поехать. Вот мне интересно. Или минус, если думаете, что останется в Украине. Тут тоже очень такой щекотливый момент. У меня даже в клубе зрителей, QR-код вы видите с другой от меня стороны на экране, там даже некоторые... Говорит, ставлю $20, что куда-то уедет в любом случае. Ну, то есть там будет обстрел, не будет, но в любом случае лучше от греха в 9-го, после 9-го лучше как бы смыться. Это прям какой-то, не знаю, какой-то злой рок. Я думаю, что он обязательно, мы его увидим на открытии конкурса там, «Мисс Флорида 2026». Мы его увидим на вручении премии там, какой-нибудь там «Каннский золотой лев». Мы его увидим где-нибудь там, я не знаю, даже где, вот, на Евровидении в Вене. То есть ему найдут применение, куда его отправить, если ему там, вот, когда должны были приехать к нам Кушнер и Уитков, он специально улетел получать
очень престижную премию Нидерланды, о которой все только узнали о том, что, оказывается, и такая премия есть. Вот, так вот, то точно так же ему найдут какое-то применение, найдут какую-то цель, ради которой он должен обязательно куда-то поехать 8-9 Ну числа. вот мы хулим Зеленского с вами, Мы а не вот хулим, мы говорим о том, что вот у него есть определенная миссия. Он должен выполнять определенные ритуальные действия. нет, Он ну должен выступать с докладами, с какими-то там речами, перерезать ленточки, жать руки, фотографироваться и так далее. Это его функционал. И вот люди, которые сегодня рвутся к власти в Украине, ну вот, и которые отсекают от Зеленского целый ряд людей других, Ермака, Уберова и прочих, вот, и пытаются заполнить собой этот вакуум. Эти люди хотели бы превратить Зеленского в английскую королеву, английского короля. тут вопрос, он сейчас таким не является? Нет, сейчас он как раз является центром принятия решений в своем этом кругу. Его боятся. Его взрывного, импульсивного, абсолютно непрогнозируемого характера боятся в его окружении. Боятся как бы не попасть в немилость к Зеленскому. Вот. Да, потому что Зеленский, извините, пожалуйста, но очевидцы рассказывали, как Зеленский вызывал к себе Ермака и просто-напросто, что называется, вытирал об него ноги. Всесильного Ермака. Сложно представить. Так и было. Представляется другая немножко картина, как они спали вместе, смотрели, играли в пинг-понг, смотрели фильмы. Ну, это утрировано, да. Я понимаю, что Ну, вместе в бункере спали. голубое об этом лобби писали, в да. Украине достаточно сильно развито, но не настолько, чтобы полностью собой все заполнить. Константин Петрович, я хочу вот все-таки понять, да, то есть уедет Зеленский, там не уедет, понятно, это дело такое. Он не знает, потому что вряд ли принимает это решение со стороны там, бить дронами или не бить. Тут тоже такой момент очень щекотливый. Меня интересует другой момент. Вот мы вот хулим его, а у него, смотрите, как все хорошо. В Ереван съездил, Фица уже друг. Даже с Кабахидзе пересеклись, взглядами там поиграли, то есть мило побеседовали, коротко, но мило. Сегодня вообще подгончик от Мадьярчика. Представляете, вернули деньги из золотишка инкассаторское. То есть, смотрите, у него на самом деле, вот давайте так, откровенно, у него, вот он, вот опять-таки, тут же вот эти люди, которым это впаривают и которые повторяют за всякими придурками, извините, что ругаюсь, вот этими придурками всякие эти нарративы, вот эти, например, Зеленский разрешит или не разрешит парад в Москве, и вот берут это на щит и несут. Вот эти придурки как бы вещают, люди этим питаются, но никто же не задает вопрос, подождите, а как он стреляет по Москве, а российская-то нефть, ну, то есть идет по дружбе-то. И Мадяр, как бы, после того, как он дружбу запустил, смотрите, с ним все как бы разговаривать начали, еще вчерашние враги. И, в принципе, у него все складывается, и денежки, и Извините, что миллиарды. касается Мадяра и возвращенных денег, это не деньги Венгрии, не деньги Украины. Это деньги, которые западные определенные фонды выделяли для Мадяра, вот, на избирательную кампанию, и которые должны были якобы под украинским соусом прийти в копилку Мадяра. Что якобы это Украина его финансирует. Вот, что якобы. Вот, чтобы не торчали немецкие уши, чтобы не торчали другие там уши. Вот, соответственно, деньги шли исключительно именно на избирательную кампанию. Эти деньги, это один из траншей фактически. Эти деньги были остановлены Орбаном. Вот, они не попали Мадяру. Ну и сейчас, соответственно, возник вопрос. То, что не было тогда реализовано, то оно должно реализоваться, то оно должно вернуться, точнее, вот, отправителю. Поэтому Мадяр отправляет это все Зеленскому. Зеленский это все отправит транзитом в ту же Германию. Угу. Тем, кто заказывали определенную игру против Мадяра. Против Орбана, извините, на стороне Мадяра. Константин Петрович, как вам кажется, Европа, вот эта Европа, которая деньги там перекидывает, которая там в Ереване отжигала, Макрон, который пробежался, а потом поцелуйчики, сердечки с Пашиняном у трапа самолета. Вот это вот Европа, да? Британцы хитроумные вместе с ними. Что им нужно, чтобы условно закончить войну в Украине? Вот что нужно? Нет, они сейчас так просто не остановятся.
Они не остановятся, потому что они хотят подготовиться к большой войне с Россией. Украина должна оттягивать силы, должна тянуть время, должна жертвовать жизнями своих граждан ради того, чтобы Европа подготовилась к войне, войне с Россией. Будет эта война, не будет, но чтобы была определенная позиция занята. Европа, в принципе, она ожидает того, что в России вот скоро начнется хаос, вот, постоянно заказываются статьи, вот, как в российских оппозиционных средствах массовой информации, так и в европейских СМИ. Заказываются специальные статьи о том, что в России все плохо, в России рушится экономика, в России готовится заговор против Путина, что Шойгу готовит заговор против Путина, а Путин вот ни с том, ни духом, или даже нет, или наоборот, Путин уже укрепил оборону и сейчас боится даже выйти из своего кабинета, что Путин уже давно не бывал в войсках, последний раз, кстати, 25 декабря, вот, не так давно, и не ездит на свои дачи загородные, живет в Кремле, потому что боится, чтобы его там не убили где-то по пути. То есть вот это все сейчас как бы подается таким образом, что Россия слабнет, Россия на грани. Европейцы считают, что если завтра вдруг что-то случится с Путиным, то в России начнется гражданская война. Вот. И, соответственно, тогда вследствие гражданской войны они придут и возьмут все ресурсы голыми руками. Смогут поставить своих ставленников снова во главе России, как это было в 90-е годы. Смогут, или же, в принципе, могут расчленить Россию на несколько государств. Вот, и потом будут контролировать ресурсы. А если с Путиным ничего не станет, не случится за это время, то тогда надо будет воевать. Условно. И они тоже считают, что к тому времени, если Россия ослабнет вследствие войны с Украиной, будет ослаблена, то они придут и тоже как бы очень легко победят Россию. У них есть два таких вот взгляда. Я это просто пересказываю своими словами то, о чем пишут европейские аналитики или же о чем говорят в ходе разного рода конференций. Это не досужие какие-то вымыслы. Поэтому Украине готовы обещать 90 миллиардов. Вот, правда, пока еще не решено, откуда, из каких источников будут взяты эти деньги, но обещают Украине. Понятное дело, что это деньги, которые идут на определенную деструкцию, потому что 60 миллиардов будут отправлены на закупку вооружения, а 30 миллиардов на латание дыр в экономике. Но сам факт показывает, что европейцы готовы оплачивать Украине ее смерти ее граждан, разрушения и прочее, вот только за то, чтобы Украина воевала. Воевала долго. Вы спрашиваете, как долго? По расчетам определенных там, аналитических центров европейских, вот, которые доступны, в принципе, так что просто можно даже погуглить, рассматривается вариант 28-29 год. Угу. Я 2 недели назад в Париже общался с одним сенатором французским. Он говорит, я не удивлюсь, если в 27 году будет уже столкновение в Балтийском море. Столкновение между Россией и Европейским Союзом. Ну, Игорь Валерьевич Коломойский сказал, что до 30-го года будут воевать. Да? Так что разные оценки. Поэтому... Ну, тут сложно кому-то верить или нет, но... Конечно. Ну, давайте... А тут никто не знает, на самом деле. Это игра на нервах, и не всегда подготовка к войне заканчивается войной. У нас же тут тоже очень такой интересную параллель можно провести, да? Штрих-пунктирчиком. Ну, вот смотрите. Тут же все в Иране заканчивается. Представляете? Но не заканчивается. Как не заканчивается? Смотрите, ярость эпическая закончилась. Да. Проект «Свобода», вот этот, который приостановлен. Трамп говорит, вот, пожалуйста, соглашение, сейчас подпишем, и все будет хорошо. Не подпишем, тогда, конечно, будем бомбить. Но, по большому счету, там уже Джеральд Форд укатал, вышел из Средиземного моря, укатал туда через океан, себе поплыл. Там, правда, Джордж Буш пришел, ну, ничего страшного. В общем, как бы вполне себе все готовы заканчивать. Смотрите, хотя тоже все предсказывали, да, это минимум полгода, а то и на год, это все надолго. На самом деле это еще ничего не закончилось, и на самом деле эти все действия, это просто что называется, действия ради действий. Потому что основные вопросы так и не решены до сих пор.
Ормузский пролив не разблокирован. Вот, цены на нефть продолжают сейчас колебаться в сторону роста. ОПЕК трещит по швам, страны монархии залива пока что нервничают, Иран в неопределенности, переговоры так и не состоялись окончательные. Сегодня министр иностранных дел Аракчи в Пекине, вот. Потом в Пекин летит Трамп, и, соответственно, непонятно, что будет дальше. Но американские эксперты считают, что то, что происходит в Иране, вот эта вся катавасия вокруг Ирана, будет длиться еще 6-8 месяцев. Мгм. Ну, то есть, я к чему? Оно вот заканчивается все равно. Ну, вот, ну, не знаю, посмотрим, конечно, но мне кажется, все заканчивается. И Трамп может быстро начать, быстро закончить, это такое дело. А тут, смотрите, Мерц отправляет корабль в помощь. Южная Корея, которую сегодня Ким Чен Ын признал фактически. Это тоже очень интересно. CNN написали, что Конституцию переписали в Северной Корее. И теперь там граница Китая, Россия и Республика Корея. Вот так они назвали. То есть этого не было раньше. Это означает, ну это от Ким Чен Ына, да, от которого можно ждать всего чего угодно, но это очень понятный шаг. То есть шаг на то, что нет теперь вписанной всей Кореи в Конституцию Северной Кореи. Ну, то есть Южная Корея отправляет тоже туда поддерживать эту разблокировку. А что это за разблокировка такая? Что это за проект «Свобода»? Это же силой будут? Ну, посмотрели, как горят те или другие танкеры. У меня и вопрос, если туда отправляются корабли и прочее, если речь идет о возможности силового воздействия, то закончилось ли в Иране? Вот это у меня как раз вопрос. И я думаю, что на самом деле ничего еще пока не закончилось. То есть не стоит ждать, что сейчас все так само по себе рассосется. Мне кажется, давайте еще одну тему с вами обсудим и перейдем к нашим вопросам зрителей. Мне кажется, что как-то вот слишком много вот этой медийной активности. То есть, как бы крику много, а толку что-то мало. Никто ничего конструктивного не предлагает. Украинцы начали снимать у себя в соцсетях, выкладывать во Львове, в Ивано-Франковске, Одессе, да везде. Вот этих мигрантов. И вовсю идут, конечно, жалобы. Что это значит? Вы платите вот этому индусу-бангладешцу условно $800, там, условно 35 тысяч гривен, да? А у нас врачи, учителя получают меньше очень часто. То есть пенсия у нас какая, посмотрите. А вот этим вы готовы платить. Параллельно с этим говорят, что бронь отменят, ну как пересмотрят для многих профессий по многим направлениям. В общем, брони станет меньше от армии. Получается очень простая же логика. Мы привозим индусов, индусам бронь не нужна, то есть мы изымаем из брони мужчин и отправляем. Там уже считают миллионы, сотни тысяч человек, которые, в принципе, от этого как бы изменится и статус. Константин Петрович, замена украинцев индусами и вот это вот поголовная, граничащая с безумием, отправка на войну, прям войны с ТЦК сейчас на улицах, это ведь тоже часть какой-то стратегии. Какой? Да, часть стратегии. Вот, и это давняя стратегия, о которой говорилось уже очень-очень давно. Я говорил уже неоднократно, что еще в 2007 году Министерство социальной политики, труда и социальной политики получило определенные предписания, определенные аналитические материалы от представительства ООН в Украине о том, что на протяжении ближайших 25 лет необходимо будет пополнять трудовые резервы Украины за счет притока иностранных мигрантов из стран Африки, Ближнего Востока и Пакистана, а также Юго-Восточной Азии. То есть тогда речь шла о том, что необходимо провести социологические исследования, которые бы исследовали там, уровень ксенофобии в обществе, необходимо провести определенную разъяснительную работу, вот, и так далее, и так далее, и так далее, там, чтобы подготовить людей. То есть план существовал уже давно, что в Украину должны будут приехать мигранты из перенаселенных частей мира. Что касается самих украинцев, да, украинцы гибнут в ходе войны, украинцы эмигрируют.
из страны. В стране происходит депопуляция. И замещать их будут фактически людьми, которые приедут, людьми других рас, других религий, других культурных ценностей и так далее, которые приедут из других стран. Когда речь идет о том, что гражданин Бангладеша, который приедет в Украину, будет получать 800 евро, он будет трудиться на выработку определенных благ, будет производить определенные блага. Вот. С точки зрения тех, кто его завербовал, рекрутировал на эту работу и так далее. Поэтому ему будут платить деньги. С точки зрения этих же сил, вот, учитель или врач абсолютно бесполезен в Украине. Потому что зачем учить украинцев и зачем лечить украинцев, если не стоит задача сохранить генофонд нации. Украинцы своя задача, украинцам уже, значит, вот она им определена. Они должны воевать. Вот, воюйте. Отмена брони для целого ряда украинцев, которые работают сейчас в тех или иных отраслях, снятие брони, вот, там, уменьшение на 50 или на 30% тех, кто забронирован, это удар по украинской экономике в первую очередь. Это удар по людям, потому что необходимо, значит, отправить на фронт специалистов, которые работали. Им говорят, возьмите инвалидов, которые вернулись. Но этого же инвалида не просто, его же надо обучить, это несколько лет надо будет и прочее, для того, чтобы он мог заменить человека, который работал на этом предприятии, который выполнял определенные функции. И это серьезнейший удар по украинскому бизнесу будет. Украинский бизнес будет закрываться, вот, сворачиваться. Святое место пусто не бывает. Оно будет заполняться теми структурами, которые будут приходить с Запада и будут пытаться заместить собой украинского производителя. Понимаете, вот и говорили конспирология. Это вот, не конспирология, нет, это абсолютно экономические процессы. Смотрите, нет, это не только экономические процессы, это более глубокие процессы. Более глубокие. Почему? Потому что сейчас, на самом деле, вот мы посвятили начало нашей программы, и сейчас все это обсуждают, все. И каждый находит, что ему сказать, какие 5 копеек вставить. Вот смотрите, удар по параду победы во Второй мировой, Великой Отечественной войне. Да. Победе, которая доставалась кровью миллионов украинцев. Да. Семьи, память. То есть все же очень просто. Конспирология. Стираем память, коверкаем историю, да, вот это все переиначиваем. Говорим, что наш пример это УПА. УПА. Потом говорили, воевали за нацистов. Воевали? Они же против воевали. Они же там повоевали против. Не, подождите, за нацистов воевали. Да и против воевали, и за, в общем, нормальные они ребята. Все, бандеровцы, вот эти все, УПА, все хорошо. Навязали вот это. Дальше. Загнали физически, кого-то выдавили из страны, кого-то запугали, кого-то, собственно, силой, кого-то от безвыходности, кого-то от голодухи. Я вот сегодня с психиатром и в шуме там позавчера тоже это обсуждал. Я прям поразился. Константин Петрович, они рекламируют, как в армии хорошо кормят. Смотрите, кормят, там вот тебе и сосиску на завтрак дадут, и прям ты там и кашка, и такая, и сякая, понимаете? То есть некоторые от голода, всех загнали в армию, а тут осталось много мужиков. Так давайте их тоже, а сюда пригоним. Это реальная какая-то переформатор, прошивка всей страны. Прошивка, да. Да, но многим нравится. Многие поддерживают это. Вот. Многие аплодируют Зеленскому. Многие поддерживают этот режим. Вот. Они считают, что все делается правильно. Все делается правильно, считают они. Извините, в ходе не только Великой Отечественной, Второй мировой войны, потому что еще этот дальневосточный с японцами, да. Тоже необходимо принимать внимание, погибло от 6,5 до 7 миллионов украинцев. Только на фронтах, скажем так.
Вот, ну, в принципе, погибло 6,5-7 миллионов украинцев в ходе этой войны погибло. Вот, извините, пожалуйста, это совместно с гражданским населением, это я немножко ошибся. Да, так вот, что касается деятельности украинской повстанческой армии, вся украинская повстанческая армия за все время деятельности через нее прошло около 100 тысяч человек. А почему мы 100 тысяч? Но стояла задача показать, что все, что связывает с Россией, с Советским Союзом и так далее, это необходимо отменить, перечеркнуть. Это все, значит, скажем, враждебные нарративы, от которых необходимо отказаться. Потому что правильный нарратив – это украинцы на протяжении тысяч лет, начиная с трипольской культуры, только и мечтали о том, как бы создать свое государство. Вот, возможно, еще со времен где-то кроманьонцев и неандертальцев. А Черное море копали и мечтали. Второй момент – это то, что украинцы, вот весь смысл украинцев был сосредоточен на том, чтобы быть частью Европы. И Украина всегда была в Европе, всегда была европейской нацией. И третье, что украинцы всю свою сознательную, вся сознательная история Украины, ну вот опять же с трипольских времен, это была постоянная война с Россией. Вот 3 составляющие, которые должны были лежать в основе. Там немножко, вот вы же как историк, вы же знаете четко, что там немножко не так. Там на территории, которая сейчас составляет вся Украина, действительно там была постоянная война. Но не с Россией, а со всеми на свете. Так это абсолютно нормально. Вся история и с панамы, и с бусурманами, и со всеми. Вся история любого государства, если ее проследить, это история борьбы за расширение или же история борьбы за сохранение там определенной территории, или же это война с соседями обязательно, или же внутренние гражданские конфликты. То есть все это было элементом истории. История, в принципе, она вся состоит из истории войн, истории там, определенных знаковых фигур, династий и так далее, и истории, там, скажем, там, дипломатической истории. То есть, вот, все это в совокупности составляет любой курс истории. Так Украина в этом отношении не является... Так извините, что... Может, все-таки это же и у нас династия, слушайте, Зеленская. Зеленая династия. Ну, я когда-то говорил о том, что в принципе, это же надо было еще в 2019-2020 годах создать предпосылки для создания там, династических браков. У Зеленского есть дочь Александра. У Лукашенко есть сын Николай, они ровесники. Вот, поженить их. Вот, договориться об объединении там, наших 2 монархий в единую империю. Вот, создать герб даже, там, это такой кривой рог изобилия, из которого сыпется картошка. И, соответственно, был бы идеальный такой монархический союз. Но нет же, не послушали. Не послушали вас. Слушайте, это такие... Вот все говорят, абсурд, это был бы дельный совет, между прочим. Так вот, если так разобраться. Да, друзья, подведем итоги нашего вопроса. И к вашим вопросам их очень много. Спасибо большое, что ждете. Там, несмотря на то, что немножко по-другому, чуть пораньше мы с Константином Петровичем беседуем, все равно вы смотрите, ставьте лайки обязательно, это очень важно. И, конечно, подписывайтесь на Костя Бондаренко. У него тоже есть формат ответов на вопросы, поэтому не забудьте подписаться. Если вдруг ваш вопрос не попадет, не успеет, я пропущу или что-то еще случится. Итоги опроса. Будут ли обстрелы 9 мая? 14%. Да, Зеленский ударит по параду. 18%. Ничего не будет. Никаких обстрелов, это все просто нагнетают. На самом деле все будет нормально. 25%. Все равно, какая разница, будут обстрелы, не будут. Всех загнали, запутали, засунули в это болото, в эту трясину. А по сути-то, в этой трясине, да, то есть война-то не останавливается. Я даже неоднократно в эфирах там говорил, там раньше, вот сейчас, да, когда эта тема всплыла, говорю, подождите, давайте представьте себе 10 мая, 10-го, какое значение вообще 10 мая будет вот это все, о чем мы с вами сейчас судачим, переживаем? Никакого, война как шла, так и идет.
И, в общем, побеждает вариант 43%, это да, удары будут, но не по параду. То есть нечто среднее. То есть будут бить, но не по параду. И Киев вроде не разбомбят, не будет повода. Да, и перемирие не будет соблюдаться. Но парад нормально пройдет, и война дальше пойдет. И это, в принципе, всех устраивает. Многие аналитики говорят, что устраивает не только Зеленского, а и Путина, потому что этот длинный формат войны на истощение, он подразумевает, ну, что когда-нибудь раз, брык, и упал противник напротив тебя, и ты победил техническим нокаутом. Что думаете? Ну, на самом деле, да, действительно имеет место такое предположение, что будут удары, но не будут ни по Москве, ни по Киеву. Хотя, опять же, Путин, когда предлагал перемирие, он же не говорил о том, что это перемирие должно заключаться исключительно в том, чтобы не стрелять по Москве. Вот. Речь шла о том, что в эти дни, 8-9 числа, чтобы не звучали выстрелы, удары ракет и дронов вот, по территории Украины и России. 2 дня передышки. Вот. То, что это не будет соблюдаться, я в этом почему-то уверен. На Пасху тоже было объявлено перемирие, но оно нарушалось с обеих сторон. Так, друзья, переходим к вашим вопросам. Всем большое спасибо за то, что общаетесь, то, что их оставляете. Клуб зрителей Шелеста. По QR-коду можно перейти. Там в Телеграм-канале закрытое сообщество. И канал можно поддержать. И, в принципе, камерную атмосферу там создали участники. Спасибо большое им. Анна задает вопрос. Должны же быть какие-то благородные черты у Зеленского. Ну, кроме актерского мастерства, если у него нет, то у других представителей украинской элиты, например, украинская оппозиция выглядит на удивление очень прилично и реально думает о своей стране, в отличие от чокнутых, уехавших хороших русских. Даже Буданов вроде не замешан в коррупции и выглядит нормально. Может же кто-то взять ответственность за страну или уже все упущено? Ну, я бы последний глагол поменял бы. Ну, упущено, давайте подберем. Да, вы знаете, первый, я бы с удовольствием бы назвал бы положительные черты характера Зеленского. Но пока что я не могу придумать. Может, я что-то всплывет, но вот так вот я сходу вот не могу. В 2019 году я бы, может быть, сказал бы о каких-то положительных чертах. Но все то, что произошло в последующие годы, Зеленский попросту перечеркнул сам себя фактически. Вот. Это первое. Второй момент – это то, что, извините, пожалуйста, в Украине есть оппозиция? Я не Нет, знаю, имеется в существование. виду, не, имеется в виду, смотрите, из России уехавшие, ну, там, правда, чокнутые, вы же следите, тоже смотрите за ними, за некоторыми яркими представителями. Ну, смотрите, Константин Петрович, я был поражен, когда они говорят, там, давай там бомби, лупи, вот это вот все. Ну, там, я, беседующий с разными оппозиционерами Зеленскому и нынешней украинской власти, которые уехали за рубеж, ну, язык же не повернется кого-то кричать «бомби Украину», там «давай вот это на Харьков», «давай вот это мосты через Днепр». Никто точно не скажет А в такого. России есть, они вот такие, понимаете? Но видите, вот беда Украины, я просто единственное скажу, в Украине есть большое количество оппонентов Зеленского, но нет оппозиции. Это большая проблема. Да, значит, поехали, сообщество YouTube, очень много вопросов, будем стараться всех уважить, спасибо большое. Константин Петрович, вы очень часто говорите, что сегодня западным миром правят транснациональные компании. Вопрос, если, как принято считать, деньги любят тишину, то почему ставленники транснационалов в Европе так активно топят за войну? А в данной ситуации в интересах как раз тех же транснациональных корпораций взять под контроль не столько Россию, сколько ее именно природные ресурсы. Вот борьба за ресурсы будет именно одной из отличительных черт 21 века. Вот об этом это не мое мнение, об этом говорят очень и очень многие мировые интеллектуалы. Вот поэтому я в данной ситуации вижу, что не транснациональные корпорации, не сами там Ротшильды, BlackRock или же там какие-нибудь там Билл Гейтсы и прочие там выступают и начинают говорить о необходимости войны, кричать, призывать к войне, а их ставленники на президентских, премьерских постах. Мгм.
Александр, Константин, здравствуйте. Александр пишет, если взять любого исторического персонажа с прозвищем Великий, то увидим либо массового убийцу, либо деспота, либо психопата. Почему история помнит и нарекает великими этих персонажей, но мало кто помнит такие имена, как Януш Корчак, Соуза Мендеш, Клэр Паттерсон, которые действительно совершали деяния, достойные памяти и уважения? Прозвища давались большинству из тех, кто вошли в историю как великий, мудрый и так далее, давались через лет 600-700 после их смерти, то и 800. Ярослава Мудрого современники знали как Ярислава Скупого, и только в 18 веке его начали называть Ярославом Мудрым. Вот. Владимир Святославович умер, так и не зная о том, что он великий. Вот, в 1015 году. Великим его начали вообще в 19 где-то веке. Ну да, были там панигирики, которые писались Владимиру в 12-13 веках, но великим его начали называть уже историки значительно позже. Вот, потому что создается исторический миф, а для исторического мифа необходима определенная, скажем так, экзальтация историка и необходимы определенные синонимы, которые бы цеплялись, которые бы выделяли того или иного деятеля. Точно так же, кстати, Карла Великого Карлом никто не называл, великим никто не называл, называли его Карлом. Вот, просто великим он стал значительно позже в подаче историков. Угу. Так, доброго дня. Андрей из Киева. Украина так легко отказалась от победы во Второй мировой Отечественной войне, как будто у нас их полная лукошка с горкой. А были еще в истории страны настоящие победы, которыми можно гордиться и прочитать о них, например, в какой-нибудь учебнике по всемирной истории за рубежом. А то как-то неизвестно кому или вообще красиво привранные победы не красят такое потужное государство. В свое время в рамках, кстати, Советского Союза Белорусская ССР отдала практически яркую историю Великого княжества Литовского, Литовской ССР, которая к истории Великого княжества Литовского имела, скажем так, достаточно опосредованное отношение. Это сейчас белорусы возвращают себе эту историю, пытаются бороться с литовцами за то, чья это была история. Были случаи, когда там те или иные народы попросту забывали об истории. Когда в XIX веке этнографы и историки начали общаться с монголами и говорить им что-то о Чингисхане, те разводили руками, делали большие глаза и говорили, что у нас был некий Чингисхан. Вот, монголы. Так что некоторые народы действительно отказываются от своего прошлого. Очень, очень просто забывают, передают его другим. Александра, хотелось бы услышать отзыв Константина Петровича на книгу Джона Пола «Химки. Украинские националисты и Холокост». Да, но я не буду здесь оригинальным. Кстати, я прочел эту книгу, она у меня вот есть уже этот вариант, значит, печатный, не печатный, электронный вариант, значит, этой книги. Джон Пол Химка, с которым мы пересекались на нескольких научных конференциях давно, я считаю, что это один из самых ярких представителей украинской исторической школы в Канаде. Вот, это действительно очень, очень яркий, самобытный историк и очень честный историк. И действительно то, что знали раньше специалисты, потому что погромы, расстрелы, репрессии, которые осуществляли украинские националисты в том же Львове, например, в первые дни войны, об этом было известно специалистам, но об этом не принято было говорить вслух, условно говоря. Вот. Да, во Львове многие знают, что есть фотографии, есть документы относительно того, как украинцы принимали участие в уничтожении евреев. Но считалось, это частность. Вот. А в целом, на самом деле, какого-то антисемитизма там в целом не было. Вот. Есть воспоминания Константина Гиммельрайха, одного из деятелей Украинской повстанческой армии, 8-й том летописи УПА, изданной причем за пределами Украины еще. Вот Гиммельрайх, он рассказывал о том, что украинские националисты, ОУН, мечтали о том в 1941 году, чтобы их объявили
украинскими подразделениями НСДАП. И они верили, что Гитлер пойдет на это. Вот, то есть они делали все для того, чтобы перенять всю практику и даже усилить эту практику. Я в свое время, когда работал над диссертацией своей, в архивах нашел протоколы идеологической конференции, которая прошла в июле 1941 года во Львове, и где рассматривали деятели ОУН, рассматривали вопрос, как необходимо будет построить работу с национальными меньшинствами. І там один із учасників сказав, що ми маємо забезпечити всі дії, які підуть жидам на цілковите їх знищення. От. І ми повинні піти далі, ніж німці, бо німці деяким, извините, пожалуйста, спецне слово не вибросить, жидам дозволяють працювати, якщо вони носять спеціальну там, зірку Давида і так далі. От. Ми ж повинні зробити все, щоб жиди були цілковито винищені. Это говорилось в этой конференции ОУН. Сейчас, правда, в Институте национальной памяти сказали, это фальшивка. Это документ, который потом советская власть уже специально подбросила позже, после войны, для того, чтобы дискредитировать ОУН. Ну, просто другого они не могли объяснения придумать. Но факт остается фактом. Это есть. Есть большое количество публикаций. Так вот, Джон Пол Химка, возвращаясь к вопросу, он нашел в себе смелость сегодня, этот сложный момент, написать правду о том, что происходило в те годы, и показать, что да, для ОУН, для украинского национализма не были чужды антисемитские нотки. Угу. Сергей, Константин Петрович, если бы Майдан дал Януковичу проиграть на выборах, все равно бы история развивалась по похожему сценарию, что мы наблюдаем сейчас. То есть война неизбежна, и Крым был бы ареной боев, как Донбасс? Спасибо. Да. Смотрите, дело в том, что сам Майдан был запрограммирован, в принципе, как долгоиграющее действие. И, кстати, план «Б», который был разработан для Майдана, это было то, что именно Майдан разойдется, пройдут выборы, на которых Янукович, даже если выиграет, то не будут признаны эти выборы Майданом. Вот. Это дало бы только определенную отсрочку самому Януковичу. Но к власти пришли бы именно эти силы, которые бы заняли бы антироссийскую позицию. Сам Майдан, помните, кто не скажет, что и москаль, это было до Крыма. Да. Вот. Поставление, это было до Крыма. Вот. Поэтому в любом случае противостояние с Россией было бы, эскалация была бы, и войны, к сожалению, было бы не избежать. Украину на это программировали, начиная с 2013 года. Так, Павел, Константин, Саша, вечерок в хату. Так, наверное, надо приветствовать теперь, судя из пленок Миндича. В связи с этим у меня вопрос и одновременно пожелание. В последнее время в израильском сегменте развернулась нешуточная дискуссия об украденном зерне. Корабль не разгрузили. Знаю, вас люди уважают, Константин. Может, у вас получится вместе с сочувствующими поднять бучу и надавить на наших полицейских, допросить Миндича. Вроде как у нас власть прогибается на просьбу украинцев. С уважением. Я не думаю, что в Израиле власть прогибается на просьбу украинцев, тем более, что вы заметили, что за время войны Зеленский не осуществил ни одного визита в Израиль. Он всюду летает. В Саудовскую Аравию, там, в Оман, в Эмираты, по несколько раз. В Саудовской Аравии был раз 5, наверное, 4 точно знаю. Вот, и так далее. А в Израиле ни ногой. Вот. Так что не все там так однозначно, можно сказать, с Израилем. Антон спрашивает: Константин Петрович, как вы думаете, сколько примерно осталось ветеранов Великой Отечественной войны в Украине? С наступающим праздником. Спасибо большое. Извините, но ветерану, самому молодому ветерану Великой Отечественной войны сейчас должно было бы быть, наверное, 98-99 лет. Ну, 100 лет, да. Да. То есть, понятное дело, что, возможно, там несколько десятков, возможно, сотни ветеранов еще есть. Вот сколько, я не знаю точно. Да, эти цифры, понятное дело, есть. Эти цифры есть в кабинете министров, эти цифры есть у местных советов. Там, но я, честно, не владею этой цифрой. Я просто исхожу из того, сколько может быть сейчас реально людей, которые дожили до такого. Да. Вопрос.
Уважаемый Константин Петрович, очень интересно услышать ваше мнение как историка о роли Ватикана во Второй мировой войне. Ватикан прекрасно знал о существовании концлагерей, массовых расправах над мирным населением. И мог ли Ватикан влиять на ход Второй мировой? Спасибо большое, удачи вам. Ватикан пытался быть определенной площадкой, которая бы влияла. Вот. Однако сказать, что Ватикан был влиятельнейшей структурой, у Ватикана была разветвленная сеть, скажем так, информаторов. Они получали очень большое количество информации о реальном положении дел в той или иной области. Ватикан играл большую роль, например, влиял очень серьезно на Италию. Вот. В Германии у Гитлера были достаточно сложные отношения с католической церковью. Сложные. Вот. Папа Пий XII пытался как бы с одной стороны и заигрывать с Гитлером, с другой стороны и как бы в некоторых случаях критиковал Гитлера. Вот. Но при этом роль Ватикана не стоит преувеличивать вот, во Второй мировой войне. Угу. Вот такой еще вопрос. Тоже очень интересный. Скажите, Алексей спрашивает, остановка по линии боевого соприкосновения, но признание российскими уже занятых территорий, включая Крым, на это Зеленский тоже не согласится? Нет, Зеленский соглашается именно на линию боестолкновения. Вот именно его же предложения были так, что мы останавливаемся на линии боестолкновения, подписываем какой-то документ, в котором мы не признаем территориальные потери, но при этом мы заявляем, что мы будем дипломатическим путем пытаться вернуть эти территории. Вот, это была его формула. Россия же настаивала на том, чтобы Украина ушла полностью из Луганской и Донецкой областей. Сейчас уже Луганская не актуальна, потому что Луганская полностью занята. Вот теперь из оставшихся там 15 или сколько там процентов в Донецкой области вот настаивают. Зеленский не соглашается на вывод войск из Донецкой области. Угу. Вопрос о Жмеринке. Сколько лет понадобится мигрантам для внесения демографического вклада в Украину, вклада в кавычках, чтобы граждане вплотную заметили дело труба. По официальным сообщениям, на территории 28-30 миллионов человек, а по ощущениям 23-25. То думаю, что через 10 лет таких на детских площадках будет примерно 30% детей-мигрантов. Индия, Пакистан, Сирия. А дальше хуже. Да, это так и будет на самом деле. Я думаю, что это будет достаточно сложный процесс, вот, особенно в рамках украинского села, особенно после того, как вернутся ветераны с войны. Вот. Поэтому безболезненно процессы миграции точно не пройдут. Безболезненно. Будут очень серьезные столкновения интересов. Угу. Как повлиять на войну в Украине местные выборы в Британии и Персидская война? Анатолий задает такой вопрос. Местные выборы вряд ли. По результатам местных выборов вполне возможно могут состояться определенные пертурбации в правительстве Великобритании, но вряд ли замена там Стармера на другого представителя лейбористской партии вряд ли каким-то образом сменит общую политику Великобритании. Да. А второе, это там, извините, иранские. Да. А Иран вот в данной ситуации для Украины очень важно то, что смещается акцент внимания с Украины именно на Ближний Восток и на Иран. И второе – это цены на нефть все-таки. Они очень важны для Украины, поскольку Украина энергозависимое государство. Руслан задает вопрос, Константин Петрович, Александр, у нас у всех были определенные понятия о цивилизованности. Но что мы видим? Аль-Каида убивает 3000 американцев, в ответ США более миллиона мусульман, Хамас убивает 1000 евреев, в ответ 100 тысяч палестинцев. Западные израильские лидеры называют иранцев варварами, дикарями, фанатиками. При этом жена министра Израиля дарит мужу торт с виселицей для палестинцев. И президент США капслоком называет иранцев ублюдками. На этом фоне нецивилизованные иранцы ведут себя достойно, никогда не опускаясь до оскорблений народов и не переходя на личности. Так что же такое сейчас означает эта самая цивилизованность? Цивилизованность – это на самом деле миф, которые придумывают представители одних сообществ,
для того, чтобы противопоставить или выделить себя, подняться над другими сообществами. И на это еще обращал внимание, кстати, Киплинг в балладе «Запада и Востока». Вот, хотя тот же Киплинг потом писал «Бремя белого человека». Да? Вот. А что касается цивилизации, извините, пожалуйста, в средние века арабская цивилизация стояла значительно выше по уровню развития, чем европейская цивилизация. Но мы все равно рассматриваем историю именно как европоцентричную. Так, Константин Петрович, Натали поздравляет вас с днем рождения прошедшим. Спасибо большое. 2 мая. Да. Чтоб никто не забыл. Спасибо. Значит, крепкого здоровья, мирного неба над головой. Вопрос. Можно ли считать систему госзакупок действительно конкурентной, если итоговая экономия на тендерах часто измеряется единицами процентов? Нет, так дело в том, что никто сейчас не предлагает ничего другого. Тем более, что система госзакупок и тендеров, она, в принципе, абсолютно устраивает всех тех, кто пытаются таким образом выстроить абсолютно коррупционную схему. Так что поэтому с точки зрения тех, кто ее внедряет и кто ее лоббирует, это абсолютно понятная и абсолютно устраивающая их схема. Угу. Так, поехали в чат трансляции. Давайте заглянем. Спасибо всем большое, что ставите лайк. Поставьте, пожалуйста, если еще не поставили. Это очень важно. Нужно. Каналы подсанкционные и у Константина Петровича, и у меня. Поэтому YouTube надо иногда надо прям взбодрить. Как это сделать? Комментарий хороший, добрый написать, лайк поставить. Ну, в общем, так сказать, что жизнь здесь есть. А то понятно, что все через VPN смотрят или с заменой страны, но тем не менее это дает хоть какое-то понимание, кто откуда. Так вот, вопросы. Константин Петрович, да, смотрите, многие напоминают мне. Вчера у нас, состоялась такая, мы не дискутировали это, так скажем, по поводу Одессы. Да? Очень хочу, чтобы вы высказались тоже, что там можно говорить, что итальянцы ее построили, и вообще это Великое княжество Литовское, Кочубей, это говорят. А у меня с Мосейчуком, то что спор, такой, как короткое прение случилось, я говорю, так подождите, Хаджибей, Кочубей, это окей. Хаджибей окей. А город Одесса кто основал? То есть, понимаете, в чем дело? У нас же трипольская культура, да? Трипольская культура тут была. Созвучна же трипольская культура и Тернополь. А что у нас Тернополь не какого-то до нашей эры какого-то года? Моя аргументация такая. Что вы думаете о том, кто основал Одессу? И вычеркивая Екатерину II, да, и вообще Российскую империю, получается, где брать начало города? На самом деле есть несколько подходов, которые используют историки. Главный подход – это первое упоминание о том или ином городе. Это летописи. Все считают, что Москва, первое упоминание 1147 год. Да? Москва. Львов – это 1256 год. Но дело в том, что Львов существовал как минимум 200 лет до того, как и там были армянские поселения и прочее. Но никто же не называет сегодня Львов армянским именем, которое известно в армянских хрониках. Все знают, что Львов, он упомянут впервые в 1256 году в связи с пожаром в Перемышле, и из Перемышля было видно, точнее, такой был пожар в Перемышле, что со Львова было видно. До этого он уже существовал. Но это первое. Москва. На месте Москвы поселение, город, торг и так далее был уже в X веке. Но первое упоминание – это речь Георгия Святослава: «Прииди, братья, ко мне на пир на Москву». Вполне возможно, что это даже не в Москву, возможно, что это на реку Москву. Но само название Москва 1147 год. И так далее. То же самое с Одессой. Одессой, городом и так далее стал в конце XVIII века. Именно тем, который мы знаем. Да, было поселение не на территории самой, не там, где сейчас Одесса, рядышком. Заходили определенные на территорию центра Одессы определенные здания этого города Хаджибей. И так далее. Все это было. Но именно как город Одесса он был основан в конце XVIII века. Поэтому
правы и те, которые говорят, что там были же и турецкое поселение, которое еще было со времен Великого княжества Литовского, возможно, даже раньше, вот, и так далее. Но более правы те, которые говорят, что вот именно Одесса как Одесса был основан именно. Ну, Нету, так вот. скажем так, не было, вот если бы город, как, вот, например, Константинополь, потом переименовали его в Стамбул, потом и так далее, вот это сначала Византий, потом Константинополь, потом, это все было на одном фундаменте, что называется, построено. Это был один город, который потом просто развивался в нескольких ипостасях. Вот, но в данной ситуации это абсолютно разные города, вот, которые приблизительно в одном географическом месте находились. Не было переименования Хаджибея в Одессу. Ну да, понимаете, и тут тоже и не было такого, да, вот как-то там Стамбул вспомнили, Стамбул, да, ну, Римская империя, да, вот там все поставили, там, Святую Софию, это все как... Да. Пришли, собственно, вот понимаете, город сохранился, то Да. есть пришла, вот на примере Одессы, да, Российская империя, пришла там советская власть туда, да, ну, то есть все понимают, то есть независимая Украина пришла, но город есть город, понимаете, в чем дело? То есть вот эта точка Кстати, отчета, она что очень касается важна. Киева, вот, Константин Багрянародный, Порфирогенет, который, вот, император византийский, в середине X века, он не знал о Киеве, но он знал, что на месте Киева находится город Самбатас. И он пишет про Самбатас. Почему Самбатас и так далее, это уже историки спорят до сих пор. Вот. Но никто же не говорит о том, что вот давайте будем считать, что вот, Киев, до Киева был Самбатас, это, соответственно, вот, и так далее. Переименуем Киев. Поэтому. Вопрос Константину. Значит, какое прозвище получит Зеленский в Украине лет через 100, если Украина вообще останется на карте мира? Ну, в данной ситуации у нас как-то есть два таких процесса, которые я наблюдаю. Первый – это уже перестали прозвища давать. Тем более, что Зеленский, он же не является монархом, как бы ему этого не хотелось. Прозвище в основном дают монархам. Вот, это такова традиция. А что касается вот этого юмора, с которым подходят сейчас к прозвищам, вот, то как-то у нас и даже с юмором, и с анекдотами как-то в последнее время политическими анекдотами не очень складывается. Почему вы считаете, что Зеленский решает атаковать парад или нет, если разведданные со спутников США дают? Ну, вот в том-то и дело, что дают не только из спутников США, Зеленский получает как минимум из спутников США и спутников Франции. Вот. Так что это и Соединенные Штаты, даже если они не дадут, Зеленский может воспользоваться французскими разведками. Угу. Так, Миндичкейт и прессинг Богдана может быть игрой разных внутренних, внешних сил, даже, возможно, с противоположными целями. Что вы об этом думаете? Вполне. Мы до сих пор не знаем, мы можем только догадываться, кто, что, с какой целью. Объективных данных у нас нет. Угу. Значит, так, Владимир Потужный, да, тут уже смеются люди. Если появятся тенденции к братанию солдат на фронте из-за политики мигрантов, вот уже войну же резко захотят остановить глобалисты. Вот такой вопрос. Понимаете, я думаю, что глобалисты будут применять другие средства, в том числе и разного рода карательные отряды и так далее. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что сегодня побывали на нашем прямом эфире. Так, немножко пораньше будем встречаться, поэтому, как говорится, следите за каналом Александр Шелест. Чтобы легче было следить, поставьте лайк, подпишитесь и колокольчик уведомления включите. Кость Бондаренко был моим собеседником сегодня. Константин Петрович, в завершении пару слов о победе, потому что мы уже-то после Дня Великой Победы, 81-й годовщины, с вами увидимся. И вы понимаете, какая вот такая дурная мысль-то закралась? И хорошо, что мы увидимся после Дня Победы. Ну вот и хорошо.
Потому что, ну, какой-то столько вот этого всего льется сейчас из ртов, а никто просто деда-прадеда не хочет помянуть. Поэтому с наступающим праздником и несколько слов об этой дате. Спасибо большое. Я тоже поздравляю с праздником. Для меня это действительно праздник, День Победы. Это не день там, скорби и так далее. Оба моих деда воевали. Мой дед по отцу погиб в 1943 году. Мой дед по маме вернулся с тяжелым ранением. Вот, и всю свою жизнь прожил с большим количеством орденов и с практически не работающей левой рукой. Вот, и, соответственно, я воспитан был именно на уважении. И я действительно несу всю жизнь вот это уважение тем людям, которые отдали свои жизни, которые отстояли для нас вот этот мир. Потому что я понимаю, что нас могло бы ждать в случае победы нацистов. В принципе, это же не является таким большим трудом погуглить, достать из Гугла, из интернета план ОСТ, прочитать, что планировалось согласно плану ОСТ, какие преобразования и так далее. Знаете, я точно никогда не буду подыгрывать тем, которые сегодня там кричат о том, что надо Великую Отечественную войну забыть как таковую, надо признать, что один тоталитарный режим сменил другой тоталитарный режим, надо признать, что Вторая мировая война была начата двумя диктаторами, что Советский Союз несет точно такую же ответственность за Вторую мировую войну, как и Германия, что их надо признать соучастниками. Я против ревизии. Я за то, чтобы докопаться до истины во многих вопросах, но я против ревизии, полной ревизии того, что связано со Второй мировой войной. Я против реабилитации нацистских преступников, против реабилитации нацизма и фашизма. И я искренне поздравляю всех тех, кто является моим единомышленником. И я знаю, что нас очень много. Я знаю, что нас очень много. И пока мы являемся единомышленниками, пока мы чтим память о наших дедах и прадедах, пока мы не гонимся за конъюнктурой и за модными определенными течениями, я верю, что у нас, у всех, у нашей страны, у нашего общества есть будущее. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на нашем прямом эфире. Увидимся еще сегодня, пошумим немного. И всем добра и света, несмотря ни на что. Присоединяюсь к словам Константина Петровича. До скорого.